Так, всем привет. Я записывал ролик, но звонок мамы все прервал. Хорошо, что записывал его не так долго. В общем, в этом ролике я бы хотел обсудить, точнее рассказать, какие варианты маркетинга я набросал, какие есть способы, когда их лучше применять и так далее и тому подобное. Поэтому пройдемся по списочку. Значит, документации я набросал раздел Ways to Promote Project. Он включает несколько разных вариантов. Каждый из них может применяться в нужный момент. Некоторые из них могут, в принципе, быть пассивными и за счет, скажем так, распространения продукта сами активироваться. Ну, в общем, об этом по порядку. Есть у нас раздел Outreach. Outreach — это такой способ, что мы приходим до клиента уже с готовым для него продуктом, который настроенный под него. В случае с ботом для буста телеграм-каналов мы, по сути, пополняем бюджет их компании, и они просто его используют. А взамен мы получаем ценную информацию, мы получаем фидбэк, мы получаем, скажем так, желание, силы, мотивацию дополнительную для того, чтобы продвигать наш продукт. Итога как получается, что мы, например, собираем список телеграм-каналов. Есть специальный сайт TGStat, тут есть разные каталоги телеграм-каналов, есть фильтры, можно отобрать также Private Channels, вот, у нас же на них как бы фокус, и, соответственно, писать админов и предлагать данное решение. Оно выглядит дешевым, потому что, в принципе, мы не тратим средства на рекламу, тут просто нужно ручками будет проходиться по этим админам, и все, что мы тратим, это наш бюджет, конкретно на их компании. Вот. Это я разбил на сегмент каналов тоже, чтобы понимать для себя, какие лучше аукаются, каким это больше интересно и так далее и тому подобное. Вот. И так далее. Есть виральный способ. Виральный способ — это когда, скажем так, проект уже набил базу, про него уже знают, и за счет того, что люди делятся этими реферальными ссылочками друг с другом, вступают в группы, те, кто вступил в группу, они тоже видят, что они могут заработать, и таким образом бот будет ходить по рукам, таким образом. Вот. Это виральный способ, кто-то расскажет, кто-то еще что-то, то есть, по сути, своего рода сарафанное радио. Вот. Он, скорее всего, в меньшей или большей мере со временем будет сам себя показывать. Партнерские соглашения. Тут уже абсолютно разные варианты развития событий. Либо мы эту тулзу, да, наш инструмент для продвижения телеграм-каналов, будем продавать агентам как отдельную разработку. То есть продавать ему весь код, все вот эти моменты. Либо мы будем создавать копию и под их агенцию предлагать, то есть тоже по сути продавать готовую разработку клона, либо просто за какой-то процент наш текущий продукт будет интегрироваться. Я, скорее всего, пока что за последний вариант, чтобы было меньше каких-либо движений. Вот. SEO это по сути пассивное продвижение, тут нужно просто писать качественный контент. Конечно, как я говорил во втором ролике, когда мы создавали AI-агента, мы можем, соответственно, создать тоже агента, который будет нам писать статьи. Но на данный момент я пока еще не понял, насколько сильно Google блокирует такой контент, тем более, что у нас домен свежий. Например, у меня есть другой проект, там домену уже 6 лет, и я заметил, как падают просмотры при создании контента на AI, в контексте AI. Вот. Поэтому, по-хорошему, лучше писать все с головы,
Возможно использовать агентов для каких-то советов, для каких-то проверок, возможно, текста и так далее и тому подобное. Это ок. Но полностью пока писать статью я бы не осмелился. Как минимум первые статьи. Так. Вот. И, соответственно, можно написать несколько статей, вести какой-то блог. Блог, он уже больше будет выглядеть как, скажем так, органический рост проекта, где мы будем рассказывать обо всем, что у нас происходит, какая у нас родмапа, какие у нас обновления и так далее и тому подобное. Вот. Этот момент в нужный, скажем так, в нужное время мы обязательно поднимем. Это у нас... Это было до момента выхода новости Павла Дурова про монетизацию. Вот у нас условно есть раскрутка телеграм-канала, 5000 просмотров в месяц. Как раскрутить телеграм-канал? 5000 просмотров в месяц. Продвижение телеграм-канала 5000 просмотров в месяц. Как раскрутить ТГ-канал? 5000 просмотров в месяц. Это у нас статистика за январь 2024 год. Кстати, мы можем прямо сейчас и посмотреть данную стату, как она вообще изменилась. Сейчас мы это сделаем. Пум-пурум-пурум. А вот даже не знаю, как приостановить трансляцию. А вот знаю. Сейчас, секундочку. Так, все, вроде пароль обновил. От google.com. Сейчас посмотрим. Так. Значит, нам нужно посмотреть ключевые слова по раскрутке телеграм-каналов. Значит, сейчас мы заходим в инструменты, планировщик ключевых слов. Так, только что-то... вот найти ключевые слова. Так. Например. Канала, например. ТГ канал продвижения. Мы помним, что у нас статистика показывает по 5000 в месяц. У нас Павел Дуров там вносил изменения по этим. Он вносил обновление, что телеграм-каналы можно монетизировать, тем более, что сейчас вышел Telegram Stars, что позволяет админам каналов также зарабатывать на этом. Вот. И, соответственно, мы получаем статистику за... Нам нужно взять... Условно, давайте за давайте за с марта по июнь 2024 года. И, собственно, частично моя гипотеза подтвердилась, что будет идти рост. Есть основания полагать, что с марта-апреля количество запросов увеличится. Новость Дурова, монетизация каналов. Да, он упоминал это здесь, что платить. И, соответственно, то, что у нас было 5000, уже от 1000 до 10 тысяч с низкой конкуренцией. То есть это, скажем так, возможность нам посоздавать контент и зайти с уникальным предложением в интернет. Вот. Этим мы, конечно же, воспользуемся. Есть продвижение телеграм-каналов. В общем, эта тема пока зарождается, что очень хорошо. Так вот, это если касательно SEO. Дальше есть возможность добавляться в Telegram Mini-Apps. Это также есть там своеобразная аудитория. Это такой а-ля каталог. Это, скажем так, а-ля каталог, Telegram Ads. Ой, не Ads, а этот. Апцентр.
Это получается, есть такая мини-апка, которая позволяет добавлять приложения и также юзать их. Есть разные категории: Games, утилиты, Web3 менеджмент и так далее и тому подобное. Он относительно недавно зародился, и разработчики, которые создали мини-апки в основе которых лежит Ton, точнее Ton Network, а соответственно Ton монета как одна из монет, которые поддерживает Ton Network, можно эти приложения в теории добавлять в Telegram App Center. Я пока не знаю, сможем ли мы его добавить, но после того, как мы пофиксим все блокеры и выйдем в продакшн, мы это обязательно сделаем. А по результату я уже скажу позже. Вот. Это мы, по сути, сейчас прошлись по относительно бесплатному или недорогому маркетингу, да, который даст возможность нам получить первых клиентов. Это вот если мы прошлись по такому моменту. Так, теперь что мы планируем в первую очередь? В первую очередь мы планируем воспользоваться платформой ads.telegram.org. Если раньше этого сделать нельзя было, потому что были определенные лимиты на бюджет, то есть там были конские бюджеты, определенные компании только могли это делать, то сейчас любой человек, который имеет бюджет, который пополняет бюджет в тонах, может рекламировать своего бота, канал и так далее и тому подобное. Мы, соответственно, на это с разработчиком выделяем бюджет и начинаем вместе проводить рекламу, замерять результаты и так далее и тому подобное. По замерке результатов я выделил определенный KPI. Он основывается на том, что, например, мы будем двигаться по рекламе итеративно и, зависимо от результатов, принимать определенные действия. Например, что мне нужно для этого? Мне нужно понимать, сколько юзеров перешло в бот. Это раз. Нужно понимать, сколько юзеров создало компанию. Это два. И мне нужно понимать, сколько юзеров запустило компанию. Это три. И вот таким образом мы сможем отследить статистику. Соответственно, на основе этой статистики мы можем принимать определенные решения и для себя что-то интересное подчеркнуть. Вот. Почему я выбрал эти показатели? Потому что я тут также навел в дескрипшене примеры, как конкретно вот эти ивенты, да, вот эти показатели могут нам помочь. Например, мы получили из рекламы 100 юзеров, которые перешли в бот. Из них 30 это, конечно, прям супер офигенный результат. Из них 30 создало компанию, но 0, скажем так, админов запустило. И я уже предполагаю, с чем это может быть связано. Например, проблема в том, что юзеры не смогли запустить компанию, нужно узнать почему. Решение: связаться с ними и получить фидбэк. Возможно, проблема в подключении бота, возможно, проблема в пополнении компании, возможно, они что-то не понимают, возможно, проявился какой-то баг, который я не смог определить на этапе тестирования. Также можно пересмотреть текущий флоу и, возможно, упростить шаги для клиента. Вот. Это как один из вариантов, да. Или, например, мы запустили рекламу, также вот мне дали информацию, что 100 юзеров перешло в бот, 0 юзеров создало компанию и 0 запустило. Тут, скорее всего, можно догадываться, что проблема в том, что мы просто выбрали не ту аудиторию. Вот. Это если уже говорить про KPI конкретно в рамках продвижения через Ads Telegram. Вот. Также, конечно, в будущем будут рассматриваться другие платформы, как Google, контекстная реклама, возможно, Facebook реклама. Но мы начнем изначально с Telegram Ads. Вот. Если говорить конкретно по сегменту, на который мы хотим ориентироваться, мы уточнили, что, скорее всего, сначала это будут криптопаблики. Это будут криптопаблики, которые рекламируют рефералки по мини-апкам, как Hamster, которые замешаны разные хомяки, разные чуваки, которые любят тапать. Вот. Там также я бы хотел бы
кроме сегмента крипты, да, там, так как люди понимают, что такое тон, они понимают, в принципе, как им пользоваться, или люди хотят научиться им пользоваться, вот, выводить его, там, зарабатывать, это было бы для них хорошей возможностью. Вот, также еще один сегмент, который я вижу, это непосредственно паблик с администраторами каналов. То есть нужно охватить конкретно администраторов каналов, чтобы они могли протестировать и прощупать этот продукт. Вот, это второй момент, который я пока вижу. Также нужно быть осторожным с криптопабликами, потому что если мы берем канал непосредственно с такими игроками, которые фармят, мы можем ожидать в начале рекламы, что мы попадем на не сильно качественную аудиторию, потому что они будут приводить людей ради денег. В принципе, то есть это будут фармеры какие-то. И на данный момент у нас еще нету каких-либо фильтров, чтобы мы могли, ну, скажем так, показывать качество. Поэтому тут нужно быть осторожным. Да, можно эти каналы выбрать, но, скажем так, не так много для начала. А там уже, соответственно, замерять результаты. Вот, это если касательно этого... Это если касательно промоушена говорить. Вот. Так, что я еще хотел сказать? Ну и в принципе все на данный момент. Я думаю, что в следующем ролике также подниму другие интересные темы. Так, про маркетинг я рассказал. Также могу поднять тему про инвестиции в проект. Сейчас вот на основе всего этого, что я сказал, это мы делаем сами. Но также у нас есть потенциальная возможность привлечь инвесторов. Об этом я поговорю чуть позже и, собственно, об этой стратегии. Ну вот, собственно, все. Спасибо за внимание. Будем двигаться дальше. Всем пока.